студии Вестника Кавказа по-прежнему Кирилл Немоляев и Гия Саралидзе. Мы говорим о футболе. Может быть, не столь профессионально, как обычно это делает Дима Федоров, но во всяком случае мы пытаемся это делать. Сегодня хотелось бы поговорить о судьбе одного из самых ярких, самобытных футболистов последнего времени, Андрей Аршавин. Из России? От бабушки. О котором очень много говорят, очень много пишут, следят за его карьерой. Да, там человек, который попал в Арсенал, много показывал, стал любимцем в какой-то момент публики. Но этот сезон очень неудачно складывается для Андрея. Мы в этой студии уже с Дмитрием Федоровым говорили о причинах, то есть он высказывался по поводу его физической формы, там, психологии и так далее, и так далее. Но сейчас прямо ситуация действительно очень сложная. Андрей Аршавин очень часто остается на скамейке запасных. На него очень сильно сейчас обрушилась английская пресса. О нем очень много пишут, и в основном это негатив. На него ополчились болельщики, что в Англии, в условиях Англии, очень серьезный знак. Если объединяются болельщики и пресса, это очень сложное испытание. Пока Аршавину не приходилось преодолевать. Даже когда его критиковали в футбольной прессе, болельщики были на его стороне. Это можно было даже понять по форумам после матча, вот, заходя на гостевые книги Арсенала. На твой взгляд, во-первых, причины того, что происходит с Андреем Аршавиным, и второе, конечно, сумеет ли он выйти из этого кризиса с твоей точки зрения? Ну, тут, наверное, причины сказать сложно. Может быть, существует глобальная причина. Дело в том, что, как любые футболисты, может быть, особенно наши, которые достаточно много о себе мнят, вот, без мяча стараются люди, за мячом не гоняются. По крайней мере, вот мне видится проблема в том, что как бы Андрей Аршавин, он не сильно отрабатывает на других участках поля, не сильно рвется, и если у него не получается отдать туда, куда нужно мяч, то отобрать мяч у него не получается почти никогда. И в этой связи, конечно, в отличие от там, Месси и... Вообще, почему фигура Аршавина? Потому что он выступает на позиции, когда ты делаешь игру. Это очень важно, потому что там у нас есть достойные футболисты, сейчас играющие за рубежом, ну, более-менее, но они не делают игру. Вот от него ждут, что он даст гениальный пас, что он сделает игру, что он забьет какой-то очень красивый там гол. Андрей, вы сейчас играете в английской премьер-лиге. Возможно, в лучшем клубном чемпионате мира. И обобщая вышесказанное, я хотел попросить вас, как говорится, поведать нам о российской премьер-лиге. Ну, когда я начал играть в Англии, мне стало спокойнее на поле. Появилась раскованность. Я расслабился. Вот. Ага. Наверняка у вас остались теплые воспоминания о российском футболе. Можете рассказать о самых ярких моментах? Конечно. Однажды угловой разыгрывали. Я смотрю, не факт бьет, я его мяч подправляю и прямо в ворота. Не факт? Ну, это мы так Павличенко называем. Без мяча он пассивен. И, соответственно, при нынешнем, уже давно довольно тотальном футболе он выпадает из этой игры. И это раздражает однозначно, потому что получается, что команда практически играет там. То есть у него некие есть, ну, когда художников, знаешь, как свободный художник, при Бескове были такие свободные художники. Сейчас времена такие, свободные художники, если они не забивают, если они не дают гениальных передач, сразу на них обрушивается критика, потому что, в общем, чего они такие свободные? Может, пускай все-таки рисуют, но как-то там... Так, чтобы толк был. Да, чтобы было понятно, о чем. Хорошо, а на твой взгляд, есть ли ситуация, как выход из Я этой? думаю, что в данной ситуации, наверное, надо посмотреть ближайшие 2-3 игры. По причине того, что если ничего не будет меняться, то при всей такой благосклонности Арсена Венгера, я думаю, что надо просто менять, даже, может, страну скорее. Скорее менять страну, потому что все-таки игрок, он талантливый, однозначно.
И, может быть, просто надо попробовать в другом чемпионате. Ну, мне например? так кажется. Ну, не сложно сказать. Может быть, в испанском. Ну, тут однозначно говорить сложно. Это все комплекс причин, обстоятельства. Свой тренер, который доверял, но с другой стороны, его же надо держать в узде. Он, мне кажется, такой человек, который, в общем, может себе дать слабину, не только не заряжен на борьбу. Опять-таки, съемка в рекламах чипсов. Ты знаешь, Гия, все, кто снялся в рекламах чипсов, у них дорога одна. Они, в общем, в футболе состоялись. Потому что один из критериев важных, вот, ну, дорасти до состояния, когда ты рекламируешь чипсы. И все. Рекламируешь все. Ну, в общем, можно, по большому счету, уже вниз идет карьера. Дорогой внучек, шлю тебе теплую футбольную форму. А чтоб чувствовал себя как дома, картошечку с малосольными огурчиками. Ну, он вошел зато в когорту великих, великих, Рональдиньо. да. Мне кажется, им надо какую-то команду, где бы они с чипсами в руках вальяжно играли в футбол. Попробуй сыграть с чипсами. Команда с чипсами на команду. Но у нас все-таки интерес-то шкурный. В конце концов, там как Вернется, будет, может, к нам, как будет он в Арсенале играть, это ладно. Вернется, не вернется, во-первых, в российский чемпионат, во-вторых, сборная. Нам-то еще, ну, в 2018 году мы уже обеспечили себе как бы чемпионат мира, но нам бы еще на чемпионат Европы неплохо было бы попасть. Ну, ты знаешь, когда все-таки чемпионат мира важнее, мне кажется, если мы уже попали на чемпионат мира, то сейчас нам стоит обращать внимание на людей, которые там которым могут 15 сыграть, лет. да, которым 15 лет. Вот этих людей как-то надо уже вштыривать им. Нужно как-то, ну, ты смотри, а то не возьмем. А те люди, кто до 18-го могут и... Потому что Аршавин там уже будет чересчур, я думаю. Ну, реально, все-таки сборная России с Аршавиным, играющим и без Аршавина, да, или плохо играющим, это разные команды. Мы это поняли на отборе чемпионата мира, на который мы не попали, и когда Аршавин выглядел тоже не лучшим образом. Но, тем не менее, парочку игр-то без Аршавина на чемпионате Европы мы как-то сдюжили. В общем, да. Поэтому сложно сказать. Футбол, знаешь, Гия, конкретно взятый турнир иногда, он просто как вот, знаешь, там в сборной Камеруна сидел там шаман, и он что-то там дергал, трах тебе дох, понимаешь? Иногда складывается, что сборная Дании приезжает с пляжа и без игроков, где даже непонятно, и выигрывает, понимаешь, там, или сборной Чехии, когда, я помню, доходит до финала. Бывает по-разному, другое дело. Есть игроки, как вот грузинская, да, тбилисская «Динамо» в свое время, когда приятно посмотреть. Человек такой отдал пассу, любо-дорого. У нас таких художников мало. Среди российских игроков очень мало. Смотреть, в общем, да, могут кто-то ударить, может кто-то, но вот чтобы мысль, вот мозги, я вот за такой футбол всегда ратовал. Вот, конечно, в исполнении Аршавина этот футбол можно увидеть. Технические ошибки, они ведь от чего? Аршавин! Гол! До свидания, Голландия! Мы в полуфинале! Андрей Аршавин! 3-1! 3-1! Россия, Голландия, а не наоборот! Понятно вам, уважаемые? Ох! Ребята, сердце болит, ей-богу! Так не бывает. Так бывает только в сказке. Андрей! Ну где ж ты раньше был, Андрей? Имеет смысл и уходить, потому как может быть другой чемпионат, другая компания, и где будут больше играть, может быть, на него, и он не будет таким одним из. Посмотрим. Ближайшие 2-3 игры все скажут. Если он вдруг забьет, сыграет ярко, то все может перевернуться. Кирилл Немоляев и Гия Саралидзе в студии Вестника Кавказа. Мы говорили о самых главных и интересных событиях футбольной недели. Надеюсь, следующей неделе нам принесет еще много разных событий, о которых мы с удовольствием с Кириллом вам расскажем и поделимся своим мнением. Спасибо за внимание.